Тельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня темой нашего видео будет очень такой интересный знаковый момент, а непосредственно смена кармических узлов. 18 июля 2023 года у нас меняется ось Телец-Скорпион на ось Овен-Весы. Соответственно, вы уже выходите из ситуации переломных моментов, потому что последние 1,5 года все затмения были по вашему знаку, было очень много перемен, и теперь как говорится, буря это поутихнет, наступит штиль, и вы сможете выдохнуть и расслабиться. Наконец-то, знаете, как говорю, жить спокойно и счастливо. Конечно, не во всех этих сферах для вас будет все идеально гладко. Мы, конечно, будем просматривать, на что обратить внимание, что для вас будет более актуальным. Но если смотреть в целом, у вас эти перемены затронут 12 и 6 дома, потому что у вас непосредственно Раху будет в 12 доме, а Кету будет в 6. Будем смотреть, будем анализировать, делать выводы, на что же нужно сделать акцент и каким образом менять вашу жизнь в лучшую сторону. Итак, что у вас здесь идет по первому дому? По первому дому у вас здесь ложится десятка пентаклей. Что такое у нас первый дом? Что он собой представляет? Первый дом – это точка «Я». То есть это ваше самовыражение. Это вы, это личность, это самость, можно называть это так, самовыражение. Потому что данный дом у нас отвечает и за характер, и за ваш внешний облик, и за вашу внешнюю конституцию. Это и манеры, и темперамент, и, в принципе, способ самовыражения и восприятия себя, принятия себя. Десятка пентаклей говорит о ситуации, что вы хотите статусной жизни, солидной жизни. Для кого-то это будет ознаменовано, поскольку у нас идет ось 1-7 домов. Это может быть ситуация создания семьи, создания союзов, новая ячейка общества, для кого-то, возможно, повторные браки. То есть перемены, как мы видим, по вопросам личной жизни и перемены по финансовому аспекту, потому что десятка пентаклей – это еще ресурсы, это получить максимальное количество материальных благ, имущества, потому что через это, как любой телец, вы в большей степени самовыражаетесь. И вам нужно это будет прорабатывать и принимать, работать над собой, меняться. Вот в этот период с 18 июля 2023 года по 11 января 2025 года. По этому аркану это еще, безусловно, вложение в себя, потому что десятка пентаклей, она показывает, что вы хотите жить по принципу быть, а не казаться. То есть это не просто, знаете, как бросать деньги на ветер, на какой-то пафос, кому-то замылить глаз. Нет, это желание быть довольным самим собой от того, что вы в жизни достигли, что вы имеете, какие перемены у вас здесь возможны. Поэтому действительно это будет связано не только с обликом по десятке пентаклей, это обрести статус, солидный внешний вид или доработать какие-то моменты. Или, как говорят, стиль old money, да, стиль унаследованных денег. Это создать себя, вылепить себя. Поэтому для вас это будет крайне значимая ситуация. Смотрим, что у вас здесь проходит по второму дому. По второму дому у вас здесь ложится аркан Дьявол. Второй дом у нас отвечает за наши ресурсы. Ресурсы непосредственно деньги и, конечно же, состояние здоровья. Так что такое дьявол? Дьявол – это как раз попытки проработать какие-либо ограничения, потому что дьявол сама по себе карта зависимости, и вот что вам, над чем нужно будет работать, чем нужно будет заниматься. Поскольку он у нас отвечает за возможности, потому что второй дом – это дом материального, то есть это имущество, это доходы, да, безусловно, это также виды трат, но в первую очередь это то, что к вам приходит извне, то есть не только вами заработанные деньги, а, допустим, деньги там унаследованные, подаренные, то есть просто ваши ресурсы, ваши финансовые перспективы, потому что второй дом у нас может показывать и в целом и доход, и бюджет, и благосостояние, источники доходов, виды трат, просто вопросы наличных денег, но и в целом возможности выигрыша в лотерее или каких-то других видах, допустим, азартных игр. И помимо всего прочего, дьявол, он указывает здесь и символизирует саму по себе ситуацию больших денег, больших доходов и ресурсов
но не всегда они могут у вас быть заработаны честным путем. Дотягиваю здесь аркан, двойка жезлов, это будут деньги из нескольких источников дохода. Единственное, о чем здесь говорит дьявол еще с точки зрения ресурсов, вы можете брать какие-то большие кредиты, суды под какие-то свои проекты, потому что здесь есть что-то глобальное. Или помимо всего прочего, это иметь деньги, очень большие суммы, но деньги, которые вы не будете декларировать. Опять же, дьявол, если мы будем рассматривать с точки зрения ваших ресурсов, как иммунитет, здоровье, ваша энергия, то, что вы можете дарить другим людям, это прокачивать в себе таковые качества, это, допустим, ставить себе защиту, защищать свою энергетику, это работать над тем, чтобы вы не были зависимы от мнения других лиц, чтобы ничто не могло пробить вашу энергетику, потому что дьявол – это своего рода еще тоже вопрос защиты. Если рассматривать по ситуации, если здесь перспективы вас пробить, то по королеве Пентаклей нет. Здесь сама по себе карта, которая указывает на вас. Поэтому здесь это сохранить свою ценность. И благодаря этими ресурсами финансовыми, либо энергетическими, вы можете манипулировать другими людьми. Посмотрим, что у вас здесь идет по третьему дому. Какова ситуация? У вас здесь ложится паж чаш. Итак, третий дом. Третий дом, либо иными словами, как мы говорим, точка коммуникации, либо дом общения. Он у нас отвечает за взаимоотношения с окружающими. То есть это родные, это соседи, это близкие родственники, то есть это наши братья, сестры. Почему мы называем дом коммуникации? Потому что за этот дом у нас отвечает Меркурий. А это как следствие различные проявления, то есть наше общение, социум, это деловая жизнь, это обучение, обучение, говорю, быстрого масштаба, то есть какие-то курсы, мастер-классы. И помимо всего прочего, это в целом начальное и среднее образование, это краткосрочные поездки, то есть на какие-то недлительные расстояния. Это средства передвижения, это письма, бумаги, много коммуникации, это прокачка вашего интеллекта, а также стабилизация вашей нервной системы. Что мы видим непосредственно здесь? Паж чаш. Для кого-то, возможно, в силу вашего возраста, у каждого разные обстоятельства, ситуации, может идти появление младших братьев и сестер. Обзавестись. Опять же, душевность, открытость, то есть такие гармоничные взаимоотношения с окружением, социумом, то есть друзья, соседи, знакомые, вы, як нас кажуть, хоч до раны прикладай. То есть очень радушный, очень открытый человек к вам будет тянуться, с вами будут общаться, будут попытки наладить с вами взаимоотношения. Опять же, если вы человек творческой профессии или, возможно, хотите ее получить, изучить, то паж чаш показывает на все курсы, мастер-классы, вебинары, семинары, коучинг в каких-либо творческих нишах. Будь то написание музыки, создание и видеомонтаж каких-то роликов, или вы что-то делаете руками. И в целом это, знаете, какое-то хобби или творчество по душе. Опять же, повышение квалификации благодаря каким-то курсам. Вот это все для вас идет в плюс. Если это краткосрочные поездки, то будет много общения. Это поездки с друзьями, это какие-то увеселительные мероприятия. И поскольку у нас этот дом еще указывает все-таки в большей степени на ваш духовный рост, то это для себя выстраивать круг общения таковым образом, чтобы действительно каждое общение с любым человеком для вас в большей степени шло в плюс, в позитив, давало вам эмоции, подпитку и помогло вам в развитии. И, конечно же, эта карта показывает на взаимодействие с текущими братьями и сестрами, на укрепление близких родственных с ними взаимоотношений и, в принципе, знаете, такую на сердечную привязанность к кому-то из окружения, то есть к другу или подруге. Смотрим и анализируем с вами четвертый дом. О чем здесь у нас идет речь? По четвертому дому вот здесь ложится семерка мечей. Будем сейчас дополнять и раскрывать, но в первую очередь, что такое у нас четвертый дом? Четвертый дом – это дом, который, говорю, у нас точка опоры. Почему точка опоры? Потому что, в принципе, это место нашего происхождения. То есть это наша родина, наша семья, наш дом, наш быт, наши родители. Но и помимо всего прочего, это наш фундамент, на который мы опираемся и впоследствии можем получить восхождение по карьерной лестнице. Иными словами, характеристики, за что отвечает четвертый дом, это у нас семейные корни,
родительский дом, собственный дом, вопросы недвижимости, это все, что связано с семьей, с родиной, это, ну, для женщин это еще как бы раскрытие потенциала, да, то есть с точки зрения сексуальности. Ну и, конечно же, это вопросы семейных взаимоотношений и вопросы брака. Хотя у нас партнерство в большей степени по 7-му дому, но 4-й дом может указывать также на такие аспекты. Так вот, 7 мечей. О чем она здесь говорит в этом доме? Здесь для вас могут быть нюансы, связанные с вопросами купли-продажи недвижимости. По 7 мечей будьте бдительны, будьте внимательны при заключении такового рода сделок. Почему? Потому что можете остаться без ресурсов. Вас могут в чем-то обмануть, нагреть на деньги, останетесь и без имущества, и без наличности. Поэтому очень аккуратно и скрупулезно относимся к любым сделкам. Помимо всего прочего, за что у нас еще может отвечать 7 мечей? Для некоторых из вас это вопрос, назову так, нелегального наличия двойного гражданства. Потому что есть ряд стран, где двойное гражданство запрещено, но тем не менее вам по ряду факторов, даже это указывает 3 мечей, из-за каких-то критических обстоятельств, как показывают карты, может быть такая ситуация, такое течение событий. Еще 7 мечей и 3 мечей здесь указывают на ситуацию, что у вас может быть наличие какого-либо адюльтера. Почему? Потому что по пажу мечей здесь сама по себе ситуация, анализировать, что происходит, как происходит, нужны ли вам текущие партнерские отношения, какова будет в принципе ситуация по их развитию. И 7 мечей с 3 мечей это в большей степени касается тех, кто, например, был оставлен в детдоме, либо не знает своих родителей. То есть попытаться открыть эту ситуацию разбитого сердца, этой загадочных моментов, почему вас бросили, по каким причинам. Кто-то будет здесь копать, искать корни родового дерева, то есть кто является вашими родственниками, вашими членами семьи, чтобы докопаться для себя, для каких-то важных моментов и найти ответы на свои вопросы, как следствие успокоиться, проработать и отпустить ситуацию. Смотрим 5-й дом. Что у нас идет по 5-му дому? Какова здесь ситуация? Здесь 6 мечей. Движение вперед. Итак, за что у нас отвечает 5-й дом? 5-й дом у нас всегда говорит о ситуации хобби, развлечений, удовольствий, радости. Отвечает, конечно же, за детей. Может отвечать, безусловно, и за любовников, любовниц, потому что 5-й дом – это точка влечений. Поэтому здесь у нас проходит и искусство, и разного рода удовольствия, и наши собственные прихоти. Ну и, конечно же, это в целом все, что связано с отдыхом, досугом, с детьми, с азартом. По этому дому проходит желание успеха, славы, реализации. Ну и все, что связано, конечно же, с любовью, любовными похождениями, эротикой и так далее. Так вот, о чем здесь говорит 6 мечей? У вас может быть много путешествий, поездок, переездов. Для кого-то, возможно, даже смена места жительства. Опять же, перемещение ваших детей. Допустим, дети куда-то поступают, вы с ними можете быть на расстоянии, но, конечно же, будете здесь переживать относительно их стабильности, их реализации на новом поприще. Если же это хобби, это поездки на мастер-классы, это обучение либо преподавание дистанционно, то есть развивать свою деятельность и вести ее в широкие массы. Если это касается каких-либо любовных похождений, это может быть, опять же, как знакомство на расстоянии, так и знакомство в поездке. Но если смотреть непосредственно на этот аркан, я, конечно, его сейчас даже раскрою. Если именно в плане похождения вас это интересует, то по 4 мечей, я говорю, краткосрочный союз, краткосрочная связь. Строить здесь далеко идущих планов как бы нет смысла, не стоит. И если мы с вами будем просматривать 6-й дом, или как его называют, точка силы, и здесь у нас ложится рыцарь чаш. Вот сразу карта двора указывает, да, на значимость этого дома. Тем более у вас ось 12-6 домов является наиболее важной, наиболее значимой. Итак, почему все-таки точка силы? Потому что для этого дома, как вы знаете, у нас
ключевыми являются это вопросы ежедневной рутинной работы, это исполнение служебных обязанностей, это забота о вашем здоровье. Почему объединяются здесь две темы, работа и здоровье? Вот часто очень многие спрашивают. Потому что этот дом указывает на то, как комфортно организованы трудовые условия, они будут являться для вас залогом физического, ментального, психического здоровья. То есть потому что одно здесь напрямую сопряжено с другим. Или как ваши усилия, там, дисциплина, самоконтроль, вопросы диеты, спорта, как они могут благоприятно сказываться на вашем состоянии здоровья. Ну и в целом, конечно же, этот дом указывает также на домашних животных, на самочувствие, на болезни, на лечение и на долги. Но на долги не те, которые занимаете вы, а то, что должны вам. Смотрим, какие перемены у вас пойдут по 7 дому. И здесь ложится карта умеренность. Мы ее, конечно, безусловно раскроем. 7 дом – это у нас дом партнерства, дом отношений. Иными словами, его еще называют дом «ты». Почему «ты»? Потому что это те партнерства, которые мы привлекаем в нашу жизнь, которые нас, по сути, зеркалят и показывают, кто мы, что мы, какие мы есть на самом деле. Этот дом у нас отвечает за брак, за создание деловых, партнерских, социальных взаимоотношений. Поэтому здесь у нас проходят союзы, это кооперация по добровольному соглашению, это договора, это официальные, не могу назвать сделки, официальные контракты, будь то брачный союз, будь то церковное венчание или заключение трудового договора. Ну и в целом это дом супружеской жизни, это дом судебных процессов, которые мы можем начинать или завершать, а также открытых врагов и конкурентов. Так вот, аркан умеренность показывает, что здесь наконец-то вы создадите баланс, гармонию или обретете гармонию, если такового у вас не было. Все партнерские союзы для вас будут благоприятными, ровными. Все ненужное, вот допустим, как по 5 дому мы с вами смотрели, вы будете от себя убирать или отсекать, потому что умеренность, она показывает на ситуацию стабильности, благонадежности и то, что вы будете создавать на длительный период. Сейчас посмотрим, что здесь по факту для вас. 9 чаш. Карта любви, карта радости, карта удовольствий, наполненности. Все это вы будете получать из партнерских взаимоотношений. Если вообще в целом просто брать не только личную жизнь, но и деловые союзы, то это союзы, которыми вы будете довольны, которые вас будут поднимать вверх на пьедестал, потому что 9 чаш это фактически чуть-чуть не дошли до пика, до кульминации. Но это радость, это восторг, это наслаждение от того, каких высот вы достигаете. И да, безусловно, вам в этом будут помогать ваше окружение, ваши люди, именно партнеры по бизнесу, по работе, либо партнеры по личной жизни. Потому что здесь с этими людьми вы как раз и ощутите вот этот вкус жизни, радость и удовольствие, все то, к чему вы стремились. Смотрим, что у вас пройдет по 8 дому. 8 дом. У вас здесь ложится 2 пентаклей. Интересный аркан. Почему? Потому что он показывает и символизирует деньги из нескольких источников дохода. Почему я конкретно делаю акцент на деньги? Хотя 8 дом это у нас дом границ, или как его называют, дом жизни и смерти. Но помимо всего прочего, это дом чужих денег. Как правило, это суды, кредиты, это банки, все то, что вы можете брать непосредственно у кредиторов, либо каких-то там, говорю, фондовых домах. И это деньги вашего партнера или партнерши, потому что, как правило, это материальные ценности, и финансовые дела вашего брачного, или иногда делового партнера. О чем говорит и на что указывает этот дом? Это, конечно же, общие капиталы. И здесь может тогда идти вопрос распределения доходов, расходов. У кого-то мысли, стоит ли вести бюджет раздельный или все-таки создать слияние. Поэтому здесь будут попытки взвесить все за и против. Опять же, наследство, страховки, завещание. Здесь все, что идет по преобразованию, продолжительности жизни. Потому что здесь, для кого-то по 2 пентаклей, если у вас была какая-то сложная, серьезная ситуация,
то это фактически как заново родиться, потому что двойка пентаклей — это возрождение, это как новый шанс, это новая возможность для вас. Сейчас даже раскрою для вас, посмотрим. Видите, рыцарь пентаклей, то, что вас делает стабильными, то есть убрать у себя какие-то риски. Но в первую очередь касается вопросов здоровья, то есть устранить для того, чтобы вы могли по двойке пентаклей получить здесь максимальный ресурс. Ну а в целом, как я говорила, это может быть и получение наследства, и помимо всего там деньги, которые вам просто идут там в дар, в подарок, помощь, поддержка. Поэтому здесь у вас все стабильно, все прекрасно. Знаю, что уже предвкушаю, многие напишут, а как же 8-й дом, дом смерти. Но по двойке пентаклей, знаете, я говорю, рановато вам умирать, поэтому не спешите. Здесь просто многие говорят, вы там что-то не договариваете. В данном случае карты вы видите, тем более у нас доп. Рыцарь пентаклей, поэтому все здесь у вас хорошо. Смотрим с вами 9-й дом. И по 9-му дому, как ни странно, положится 9-й аркан. Посмотрите, насколько знаково, значимо для вас. И символично, что самое интересное. 9-й дом. За 9-й дом, либо, как его еще называют, дом всего заграничного, иностранного, дом дальних земель, у нас здесь ложится отшельник. Поскольку у нас это дом как точка духа, то есть это дом у нас интеллектуальной жизни, это дом роста духовного, личного, знаете, как даже, я бы сказала, культурного и эмоционального, то есть, знаете, как получение наследия, то здесь вас ожидают значимые перемены. Поскольку отшельник — это всегда исследовать, находить, изучать, и будь то другая культура, религия, или вы там идете на второе высшее образование, или вы изучаете языки, потому что здесь, фактически углубиться в что-то знаковое, значимое, фундаментальное. Для кого-то, если вы переехали, иммиграция, то это адаптация, изучать основы культуры, законы, нормы, правила, то есть вливаться в эту ситуацию. Но вливаться, конечно, вы будете здесь в качестве интроверта, то есть, знаете, как изучать ситуацию изнутри, начиная с каких-то азов. Ну, конечно же, 9-й дом у нас отвечает за дальние путешествия, переезды, иммиграцию, то есть найти себя, свое место под солнцем. Единственное, о чем говорят карты, что если это будут судебные дела, они, конечно, могут быть затянуты во времени, то есть это длительные процессы. Опять же, общественный институт, институты власти, куда вы можете обращаться и получать там помощь и поддержку, протекцию от власть имущих. Но и изучение философских убеждений. Для кого-то, поскольку здесь старший аркан, может быть смена веры, смена религии, изменение мировоззрения. Но в любом случае для вас этот дом крайне продуктивен и благоприятен, потому что здесь многие могут, знаете, найти себя. Вот если вы себя искали, не понимали, знаете, как в чем себя раскрыть и реализовать, то вот 9-й дом, поиск основ, он как раз вам в этом вопросе поможет. Смотрим ваш 10-й дом. И у вас здесь ложится аркан правосудия. У вас тут так прям старший аркан за старшим арканом идет. Итак, 10-й дом или точка цели. Поскольку у нас это вообще считается дом профессионального или социального успеха, или дом карьеры, он у нас, как вы видите, соответствует Козерогу, и его хозяин — это Сатурн. Он является одним из самых важных полей, если мы будем брать дома гороскопа, потому что это самая высокая точка гороскопа. Она символизирует наши устремления, наши карьерные амбиции, без которых мы мало что можем достичь в социуме. И в целом этот дом у нас отвечает за жизненный уровень. То есть это тот максимум, которого мы можем достичь в профессии и жизни. То есть основой 10-го дома — это у нас всегда карьера, это род занятий, это профессиональные достижения, успех, социальный статус, это репутация, это награды. Ну и как следствие у кого-то, кстати, еще изменение статуса в каком плане? То есть вы можете стать отцом, матерью, бабушкой, дедушкой. Кто-то может выйти замуж, кто-то развестись. Поэтому мы дополним, что здесь у нас идет по аркану справедливость. Но по сути это взятие на себя каких-либо официальных обязательств. Вот смотрите, у вас просто шикарный это период, мои хорошие. Смотрите, у вас здесь справедливость и звезда. Исполнение мечты, достижение цели. То есть
У кого-то это официальные признания, заслуги, награды. То есть вы, допустим, защитили докторскую или там кандидатскую, или получили там звезды на погоны, у каждого свое, да, или же в целом успешно прошли какой-то экзамен, получили верификацию, лицензию, может быть, на то, что вы работали в какой-то нише, обрели, например, профессию, то есть все, получили диплом, вот у вас новый статус. Для кого-то, если это брак, вот достижение целей, мечты, идеальные отношения, официальные отношения. Если это развод, то, как ни странно, это развод, который вас делает знаменитым, может быть, даже еще и богатыми, но то есть это бракоразводный процесс, который вам сыграет на руку. Ну и, конечно же, почему говорю еще за изменение статуса, стать матерью, стать отцом, бабушкой, дедушкой, у кого-то еще по этим арканам это успешное изменение имени или фамилии. Но если вдруг у вас были такие цели, намерения, то здесь это, конечно же, вам пойдет в плюс. Поэтому здесь у вас действительно шикарные перспективы. Смотрим, о чем вам скажет здесь 11-й дом. 11-й дом. Ох, шестерка жезлов, карта победы, достижения, успеха. Это аркан, который показывает триумф. Это новые возможности. У нас 11-й дом, как его называют, дом социальности, потому что он отвечает за друзей, за единомышленников. Сюда же относятся спонсоры, меценаты, покровители, особенно из высших эшелонов власти. Это, в принципе, ситуация, когда кто-то вас может защищать там, или советовать, или к вам прислушиваться. Вы можете быть чьим-то фаворитом. Дом, который указывает на ситуации и выигрыша, и осуществление надежд, и исполнение мечты, идеала, планов. Также, конечно же, это вопрос благотворительности. Если смотреть в глобальной форме, то шестерка жезла, как мы помним, короля делает свита. Так вот, это достижение успеха, известности благодаря вашему окружению. Ну, например, если у вас есть свои социальные сети, то это ваша целевая аудитория, которая будет расти, которая вас вознесет наверх, на новые какие-то горизонты. Если это деловые партнеры, то их заинтересованность в вас, в сотрудничестве с вами, их покровительство, как следствие для вас, либо карьерный рост, либо расширение вашего бизнеса. Для девушек, для женщин это элементарно может быть действительно спонсор, как и для мужчин. Или как сейчас мне нынче говорит молодежь, особенно молодые люди, милфа, да? То есть у вас может быть какая-то статусная женщина, которая может вас там содержать, спонсировать, помогать, продвигать. Но в любом случае, то есть это успех или благодаря друзьям, или покровителям. Но поскольку этот дом все-таки, говорю, полярный, он говорит не только о том, что приходит вам, это то, что вы даете другим. 11-й дом, весы, что посеешь, что пожнешь. Поэтому очень важно заниматься благотворительностью, самому быть меценатом, если есть такая возможность. Пусть это будут какие-то мелочи, пусть это будет понемногу, то есть в рамках ваших возможностей, но обязательно делайте благие дела в тех сферах, в которых вы посчитаете нужным, но тем не менее это необходимость. Именно ваши благие дела вам помогут, и также вам, знаете, вам воздастся старицей, вы вознесетесь на вершину славы и успеха, поэтому не забывайте об этом. Ну и, конечно же, эта карта показывает для тех, кто играет в лотереи, у вас тут великие шансы, перспективы действительно сорвать большой куш. Смотрим с вами 12-й дом. О чем здесь идет речь? 12-й дом. И здесь 8 мечей, ограничения, изоляция. Давайте уточнять, потому что ситуация здесь действительно может быть разной. И нужно этот момент прояснить. 8 мечей и 3 чаш. У нас 12-й дом, как вы знаете, отвечает за ограничения. Ограничения какого плана? То есть это могут быть тюрьмы, больницы, это могут быть спа, это может быть нахождение на каких-то островах. Это, в принципе, говорю, дом интроверта или дом ограничений, дом одиночества. Ну, еще его называют точка одиночества. Так вот, у нас по этому дому идут паломничества, монастыри, ретриты, клиники, санатории, дома отдыха. То есть здесь изоляция от окружающего мира, она может быть как и добровольная, как мы понимаем, да, так и добровольно-принудительной. То есть, допустим, как тюрьмы или что-то еще. Вот я дотянула вам аркан.
Восьмерка мечей и тройка чаш. Это добровольная изоляция. И в вашем случае она может говорить действительно нахождение на островах. Или добровольная изоляция, потому что вы увлечены каким-то любимым делом, вы в него погружены целиком и полностью. Опять же, тройка чаш – это карта веселья, радости, отдыха, воодушевления. Это могут быть ретриты, это может быть паломничество с группами, это санатории, это спа-салоны и прочее. Ну или если вы каким-то образом работаете в клиниках, в больницах, то это в этих ограниченных местах вы можете проводить там семинары, вебинары, то есть у каждого свое, понимаете. Допустим, вы как лектор приехали в какую-то клинику, там делаете начитку. Потому что здесь это, в принципе, все, что связано, ну, знаете, такой с нетрадиционной еще деятельностью, я бы назвала. Каким планом? То есть если это изучение оккультных наук, поскольку это дом тайн, это дом эзотерики, то это ограничить общение со всеми и вся, потому что вы с головой будете погружены в те вещи, которые для вас значимы, и как губка впитывать эту информацию. Но 12-й дом – это у нас еще дом работы в тайных организациях. То по этим картам, допустим, вот видите, восьмерка мечей и тройка чаш. Это радость от того, что вы будете иметь здесь, я не могу называть это продвижением, но здесь может быть увеличение заработной платы, потому что восьмерка мечей, вы себя здесь как бы находитесь в изоляции, ограниченно, но видите, по тройке чаш вам это в радость. Почему? Потому что по королю жезлов идет рост амбиций, новые возможности для вас достижения цели и успеха. Еще, поскольку это дом ограничений, да, и как мы говорили, он у нас связан с скрытыми болезнями, с кармой, с глубинной памятью, с тайнами, с уединением. Это все, что у нас идет с какими-то тайными врагами и всем остальным. То вот если в плане здоровья восьмерка мечей, тройка чаш, это себя ограничить в вопросах питания, диета. И если это касается врагов и социума, ограничить свое общение как не то, что с малознакомыми людьми, а с теми людьми, от которых вы чувствуете непринятие, неприятие в целом. Ну, потому что здесь вы понимаете, что по королю жезлов это, опять же, кстати, ограничить для себя круг общения. Общаться, ну, если так совсем условно, с тем, кто к вам является ровней. То есть с вашим социальным кругом. Еще вот таким вот образом. Ну, смотрим для вас совет и рекомендацию на этот период. На эти 1,5 года. Что у вас здесь? Что у вас здесь? У вас ложится рыцарь жезлов. Амбиции, активное движение вперед, прорыв, накал страстей, не сидеть на месте. Почему? Потому что у вас даже, если мы посмотрим, дно колоды – это сила. Все по силам, все по плечу. Не забываем, что у вас и Юпитер находится в вашем знаке. Как следствие, это позволяет вам максимально быстро все успеть, организовать и реализовать, и приложить к этому максимум усилий, чтобы добиться наибольшего эффекта от того, чего вы стремитесь. Поэтому действуйте, не сидите сложа руки, спустя рукава. Фортуна на вашей стороне, пусть так и будет. Мои хорошие, я от вас буду ждать обратной связи, как сейчас, так и в течение этих 1,5 лет, как у вас будут отыгрываться моменты, как в принципе будет складываться ситуация. Поэтому не забывайте писать о том, какие события у вас совпадают, какие нет. Это очень важно для меня, для профессионального роста. Благодарю вас также за ваши лайки, донаты, за ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех последних видео. Но если вас интересуют индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под этим видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.